Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я покажу вам супер удобрение, которое реально по своим характеристикам, свойствам может спокойно заменить любые М-препараты, а также коровяк, куряк. В этом удобрении будет, кроме азота, еще много других макро- и микроэлементов, которые благотворно будут влиять на развитие растения и увеличение вашего урожая. А что самое главное, это удобрение, которое мы сейчас с вами приготовим, может сделать каждый из подручных средств, что делает это удобрение самым лучшим, бесплатным и незаменимым на огороде. Готовить такое удобрение можно сразу с весны, с начала огородного сезона, и применять его можно практически до плодоношения. А также после просмотра этого видео не забудьте зайти ко мне на канал и посмотреть другие интересные и полезные видео, которые находятся в плейлистах. В первую очередь нам потребуется тара. В зависимости от вашего участка и количества использования этого удобрения. В моем случае это 16-литровая. Можно также использовать и бочки 200-литровые. Этот рецепт подойдет для любых объемов. Также можно 10-литровое ведро использовать. Следующий ингредиент, который нам потребуется, это же, конечно, сорняки. Преимущественно нужно использовать крапиву, одуванчик. В них больше всего после брожения образуются полезных макро- и микроэлементов, которые нужны растениям. Но можно использовать абсолютно любые сорняки. Я буду готовить такой раствор чисто из крапивы. Крапиву, как вы можете видеть, я уже измельчил. Можно измельчить секатором, можно просто нарвать сантиметров по 5, по 10. Ведро нужно заполнить, как вы видите, на 2/3. Если вы его прижали, чтобы получилось больше половины, у вас сорняков, которые вы будете использовать. Также вы видели, я использовал грязное ведро. Обмывать его не нужно. Нам наоборот, даже для этого раствора потребуется горсть земли. Она уже у меня там присутствует сбоку. Когда залью водой, она омоется и она поможет нам брожению, так как в ней есть различные микроорганизмы, которые вызывают брожение. Но мы еще будем помогать нашему раствору бродить. А для этого вам потребуется теплая вода, пару столовых ложек и, конечно же, дрожжи. Можно использовать как сухие, так и сырые. Сухих нам потребуется всего лишь пол чайной ложки. Вот столько, как видно. Мы добавляем воду и перемешиваем. Лучше, конечно же, водой залить дрожжи, так они быстрее растворяются. Засыпаем, перемешиваем, ждем 5 минут. В течение 5 минут они полностью растворятся. А в этот момент, пока они растворяются, мы заливаем водой наши сорняки. Воду лучше использовать теплую, отстойную уличной температуры. Так брожение начнется намного быстрее. Заполняем нашу тару. Как я говорил, у меня здесь 16-литровое ведро, значит нужно добавить еще половиночку. Вот на такой уровень мы заполняем. Это место нам как раз потребуется для того, чтобы наш настой из травы бродил. И чтобы было удобно его перемешивать, потому что помешивать нужно будет каждый день, хотя бы один раз в сутки. Теперь мы добавляем наши растворенные дрожжи. Сухие нужно разводить в теплой воде, чтобы их не уничтожить. Не разводите в кипятке и в холодной воде. А если будете использовать сырые, то вам всего лишь потребуется от 100-граммовой пачки 1/3 часть. Разведите тоже их в теплой воде и заливаем сюда. Они помогут нам быстрее бродить. Можно, в принципе, дрожжи и не использовать, если у вас есть время подождать до подкормок. Если не использовать дрожжи, то при нормальной температуре, когда на улице 25-30 градусов, такой раствор уже будет готов в течение недели, 1,5 недели. Если использовать дрожжи, достаточно будет от 3 до 5 дней, и этот раствор будет готов к применению. Также, как я вам и говорил, там земли недостаточно немножко было. Мы еще берем горсть земли сюда и тщательно перемешиваем. Плотно накрываем крышкой, чтобы воздух не попадал. И оставляем на солнечном месте на 3-4 суток. Каждый день подходим, поднимаем крышку, смотрим, на каком этапе уже наша подкормка. И, конечно же, обязательно ее постоянно помешиваем. 1-2 раза в сутки, как я уже сказал. И теперь по истечению 5 дней я покажу, какая у нас здесь жижа. Вот так она выглядит. Как вы можете видеть, она полностью перебродила, переиграла. Значит, она уже готова к применению. Но могу сказать, уже на 4-й день с применением дрожжей она уже полностью перепрела. Я ее ходил каждый день, сбалтывал. Первые 3 дня она очень бурно бродила.
А теперь все, видите, листочков практически нет, остались только одни палочки. Все, этот раствор можно применять. Как его теперь использовать? Берется теперь чисто жижа. У меня это 850 мл баночка. И выливается на 10-литровое ведро. Я добавлю немножко больше, потому что нужен литр. Приблизительно плюс-минус роли не сыграет. Все, вот это готовый раствор зеленого удобрения. Перемешиваем и идем теперь подкармливать. Ну а подкармливать таким удобрением можно практически все, что у вас есть на огороде. Огурцы, помидоры, перцы – это основные культуры, которые выращивают дачники, садоводы и огородники. А почему практически все? Да потому что корнеплодам, например, морковь, буряк, лучше не использовать в больших количествах такую подкормку, так как она ускоряет рост надземной части в первую очередь. А это значит, что корнеплоды будут больше расти в ботву. Учтите это. Но в начальном периоде, чтобы дать старт, можно, конечно же, использовать. Начинайте применять такую подкормку уже через 2 недели после высадки вашей рассады в открытый грунт. И затем периодичность такой подкормки можно использовать 1 раз в 2 недели до начала созревания урожая. В момент созревания урожая уже лучше не подкармливать. Уже будет всего достаточно вашим растениям. Соответственно, за сезон 4 подкормки таких будет достаточно. А эта подкормка заменяет практически все. Если у вас нет возможности приобрести навоз, перегной, либо минеральные удобрения, спокойно все это заменит. А как вы понимаете, ее себе позволить может каждый. И под каждое растение применяете 1 литр. Прям под корень льем. Вот как раз приблизительно литр. Если у вас есть литровая кружечка, можете ей разливать. И каждое растение проходите и поливаете этим раствором. Тем самым, во-первых, вы придаете рост, так как это больше азотное удобрение. И если будете использовать, как и я, крапиву, и также одуванчик применять, то в его составе будут нужные макро- и микроэлементы, которые помогают лучше завязываться плодам и также быстрее созревать. Так что, друзья, после этого видео обязательно сделайте себе такие подкормки, поливайте растения, и вы увидите, насколько бурно и сильно они начинают развиваться. И также, какой большой урожай у них будет. А чтобы это проверить, можете провести эксперимент, как я говорю во всех своих видео. Несколько растений поливайте, несколько не поливайте. И увидите разницу. А разница будет очевидна. Также, у кого остались вопросы, спрашивайте в комментариях под видео. Кому понравилось, поставьте лайк. Не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я же вам желаю больших урожаев. И встретимся в следующем видео. Пока.